Есть в российском шоу-бизнесе одна фигура, которая вызывает какое-то необъяснимое чувство тревоги. Не страха в чистом виде, а именно того самого внутреннего напряжения, которое накрывает, когда видишь строгую училку и журналом в руках. Знаете этот тип? Та самая, что могла вызвать к доске и разнести в пух и прах за малейшую ошибку, да еще и так, чтобы весь класс запомнил твой позор на годы вперед. А теперь представьте, что эта училка получила народное признание, миллионы рублей и доступ к телеэфирам. Получилась Лариса Долина, самая злая бабка отечественной эстрады, перед которой даже взрослые артисты начинают заикаться, как школьники-двоечники. И вот буквально на днях эта история получила новый поворот. Проекту семьи Долиной отказали в президентском гранте на 76 миллионов рублей. Да-да, вы не ослышались, 76 миллионов. Дочь народной артистки Ангелина Долина выступает соучредителем проекта «Мускульт», который подавал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на программу поддержки молодых талантов в 2026 и 2027 годах. И что вы думаете? Заявку отклонили. Просто взяли и сказали «нет». А ведь раньше проекты, аффилированные с Ларисой Александровной, получали государственное финансирование как по маслу. Предыдущие гранты для отбора, поддержки и обучения нового поколения исполнителей принесли семье около 200 миллионов рублей. 200! Сейчас в рамках той же линии работает музыкальная академия Ларисы Долиной под брендом «Мускульт», которую все еще финансирует ПФКИ, но вот новые деньги не дали. Совпадение? Вряд ли, потому что решение фонда стало известно как раз на фоне того самого резонансного скандала, который буквально взорвал российский интернет в конце 2024 – начале 2025 года. Речь о той самой истории с квартирой, когда Долина под влиянием мошенников продала свою жилье за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги вместе с личными сбережениями на общую сумму почти в 200 миллионов перевела на счета аферистов. Она думала, что участвует в спецоперации по поимке преступников. Но когда обман вскрылся, певица через суд добилась отмены сделки и вернула себе квартиру, оставив добросовестную покупательницу, мать-одиночку с ребенком, ни с жильем, ни с деньгами. Только что сходил на концерт Ларисы Долиной. Очень хотелось бы вернуть деньги обратно, потому что я покупал билеты под воздействием мошенников. Все ждете, пока рак на горе свистнет, или пока Лариса Александровна на хату людей не кинет, а вы будете глазами хлопать. Суд решил. Блондинка получает квартиру назад и оставляет себе все 105 миллионов. Ваша честь, но я же осталась на улице и без гроша. Тихо! Вот, мадам, вам еще 3 миллиона бонусом за стресс. Дело закрыто. Что ты видишь за окном? Я вижу дома. А я уже насчитал 9 возможностей сделать бабки, пока мы проезжали 5 кварталов. Этот случай породил целое явление в русском языке – эффект Долиной, когда продавец недвижимости через суд отменяет сделку, и невиновный покупатель теряет все. Общественная дискуссия разгорелась нешуточная. Коммерческие бренды начали массово отказываться от сотрудничества с артисткой. Концертные площадки аннулировали контракты. В соцсетях Долину перестали узнавать как народную артистку, ее стали называть «народной мошенницей». И вот теперь отказ в гранте. Представители Долиной, что характерно, никак это не комментируют. Молчание красноречивее любых слов. Но это только вершина айсберга. За 70 лет своей жизни и почти полвека карьеры Лариса Долина успела настолько насолить коллегам, ученикам, журналистам и просто случайным людям, что впору составлять отдельную энциклопедию скандалов, от унижения молодых тиктокеров до оскорбления памяти покойных артистов, от конфликтов с легендами шоу-бизнеса до хамства в адрес простых студентов. Причем самое интересное, она искренне считает себя неприкосновенной величиной, чей талант и заслуги ставят ее выше всех остальных. Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России, меня не имеют права останавливать, мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах. «Я завоевала этот пьедестал и никому его не отдам», как-то заявила Долина в интервью. И действительно не отдает, цепляется на него ногтями и зубами, топча всех, кто посмеет приблизиться. Откуда взялась эта гроза тиктокеров и студентов? Действительно ли она настолько талантлива, как сама о себе думает? Или это просто раздутое самомнение, подпитанное десятилетиями безнаказанности?
Давайте разбираться, потому что за фасадом народной артистки скрывается история, которая объясняет многое. История про травлю, обиды, комплексы и жажду власти. История про то, как из затравленной девочки с еврейской фамилией выросла самая неприятная женщина российского шоу-бизнеса. И поверьте, впереди будут такие подробности, что мурашки по коже. Представьте себе, Баку, 1955 год, 10 сентября. В еврейской семье рождается девочка с фамилией Кудельман, Лариса Александровна. Отец, Александр Маркусович, работает строителем и стекольщиком. Мать, Галина Израилевна, секретарь-машинистка. Обычная советская семья, ничего особенного. Но уже в 3 года семейство Кудельман покидает Азербайджан и перебирается в Одессу, город, который Лариса позже назовет своей второй родиной. В интервью она не раз признавалась, семья у них была не сахар. Мать вечно была чем-то недовольна, постоянно устраивала скандалы по любому поводу, атмосфера в доме напряженная, нервная. И вот в такой обстановке растет будущая королева джаза. В 6 лет ее отдают в музыкальную школу, где она начинает осваивать виолончель. Девочка способная, старательная, параллельно посещает курсы иностранных языков, любит английский и мечтает стать переводчицей. Но судьба распорядится иначе. В 12 лет происходит событие, которое перевернет все. Лариса впервые выходит на сцену в пионерском лагере с вокально-инструментальным ансамблем «Магелланы». Выступление проходит с успехом. И вот тогда девочка понимает – это ее путь. Но есть одна проблема. Фамилия – Кудельман. В советской школе, где антисемитизм был обыденностью, эта фамилия становится клеймом. Одноклассники дразнят ее куткой большой скрипкой, издеваются над тем, что она таскает с собой виолончель, травят за национальность, бьют. Она позже рассказывала, что именно в те годы у нее сформировался жесткий и бескомпромиссный характер. Она научилась не показывать слабость, научилась бить первой, научилась защищаться агрессией. А может, она просто была такой всегда? Злой и неприятной? Кто теперь разберет? Но факт остается фактом. Девочка, которую травили в школе, вырастет в женщину, которая будет травить других. В школе Лариса долго не задерживается. В 9 классе ее берут в ансамбль «Волна», и чтобы успевать и учиться, и репетировать, она переходит на экстернат и заканчивает школу досрочно. В 16 лет уже профессиональная певица. Выступает в оркестре «Мы одесситы», потом в ресторанах при гостинице «Черное море». Деньги, известность, аплодисменты. И тут Лариса принимает важнейшее решение. Она избавляется от еврейской фамилии и берет девичью фамилию матери – Долина. Психологи бы сказали, что это попытка сбросить с себя груз прошлого. Но можно сказать и проще. Она поняла, что с фамилией Кудельман в советской эстраде делать нечего. А дальше настоящий карьерный взлет. 1973 год. Работа в ресторанах Одессы, популярность в городе и за его пределами. Приглашение в ереванский вокально-инструментальный ансамбль «Армина». Родители против, но Лариса уезжает. 4 года в Армении, сложные, голодные, но именно там она попадает в Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна. Потом Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана. А в 1978-м второе место на всесоюзном конкурсе советской песни в Сочи. На нее обращает внимание сама Алла Пугачева. И вот уже ее приглашают в легендарный оркестр «Современник» под управлением Анатолия Кролла. Программа «Антология джазового вокала. Аншлаги по всему Союзу». Но вот интересная деталь. Профессиональное музыкальное образование, то самое, за отсутствие которого она потом будет отчитывать тиктокершу Валю Карнавал, сама она получила уже после того, как стала известной. В 1984 году она заканчивает эстрадное отделение музыкального училища Гнесинских. То есть сначала слава, потом диплом. Но это ее не смущает, потому что к тому моменту она уже точно знает, она особенная, она выше других. Она прошла через травлю, через нищету, через унижение, и теперь никто не имеет права указывать ей, что делать. А впереди новые высоты и новые конфликты. Потому что чем больше она будет получать признание, тем сильнее будет разрастаться ее самомнение. Но прежде чем мы перейдем к скандалам, давайте разберемся с главным вопросом. Действительно ли она настолько талантлива, чтобы позволять себе такое поведение?
Или это просто удачное стечение обстоятельств оказаться в нужное время в нужном месте, когда советский джаз только зарождался и конкуренции практически не было? Поет ли Лариса Долина как богиня? Или это просто хорошо упакованный продукт советской эстрады? Если задать этот вопрос в лоб, то даже самые ярые ненавистники признают, талант у нее определенно есть. Сильный голос, широкий диапазон, техника, которой позавидуют многие. Но вот в чем загвоздка. Сам по себе талант не делает тебя великим. Важно, как ты им распоряжаешься. И вот тут к Долиной появляются вопросы. Давайте вернемся в конец 70-х, начало 80-х. Оркестр «Современник», программа «Антология джазового вокала». Она блистает, она поет джаз. Но какой джаз? В Советском Союзе этот стиль десятилетиями считался оплотом буржуазности и тлетворной американщины. Поговорка «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» была не просто шуткой, а руководством к действию для партийных функционеров. В итоге, когда она начинала, никакого развитого джаза в стране не было. Конкуренции ноль. Она была экзотикой. Яркой, голосистой, но все же экзотикой. Неудивительно, что за ней быстро закрепилась амплуа королевы джаза. А кто еще мог претендовать на этот титул? По-настоящему всесоюзная слава приходит к ней в 1983 году после фильма Карена Шахназарова «Мы из джаза». Долина играет там эпизодическую, но очень яркую роль кубинской певицы Клементины Фернандес. Фильм становится хитом, а она – звездой. Но если послушать музыкальных критиков и блогеров, которые разбирают ее вокал, то вырисовывается интересная картина. Да, поет она хорошо, но, во-первых, очень любит использовать разные выпендрежные приемы, которые создают видимость крутизны, но по сути являются просто техническими трюками. А во-вторых, если сравнить ее с настоящими иконами американского джаза Эллой Фицджеральд, Билли Холидей, Сарой Вон, то становится понятно, что это небо и земля. Как ядовито, но метко заметил один из обозревателей, в Америке такие певицы, как Долина, поют в госпел-хоре на задворках. Это не значит, что она плоха, это значит, что она хорошая певица для российской эстрады, не более. Но сама Лариса Александровна, похоже, так не считает. И вот здесь начинается самое интересное. В 1985 году она уходит от Анатолия Кролла и начинает сольную карьеру. Ее первая программа называется «Затяжной прыжок». И это действительно был прыжок. Только не в джаз, а в поп-музыку, потому что она быстро поняла, на джазе в России много не заработаешь, а вот на эстраде можно. И она начинает петь песни для широкой публики. Песни для фильмов «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». Ее голос звучит из каждого телевизора. Но главный хит, который делает ее по-настоящему народной, это, конечно, «Погода в доме». Песня, написанная Михаилом Таничем и Русланом Горобцом в 1996 году, становится гимном всех семейных застолий. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Эта строчка ушла в народ. Забавно, но именно эта попсовая песня принесла ей ту самую народную любовь, о которой она так мечтала. Не джаз, не сложные вокальные партии, а простая, незамысловатая мелодия. И это, похоже, ее сильно задевало, потому что параллельно с эстрадной карьерой она продолжала позиционировать себя как джазовая дива. В 2002 году, после 15-летнего перерыва, она выпускает джазовую программу, которая становится событием. В 2008 записывает в Америке англоязычный альбом «Hollywood Mood» с легендарным джазовым музыкантом Джорджем Дюком. Но альбом проваливается. А в 2015-м выходит ее последний на данный момент сольный альбом «Снимем маски, господа». И все, тишина. Больше никаких сольных работ, только участие в сборных концертах, телешоу и запись патриотических песен. Карьера вроде бы сложилась. Звания, награды, народная любовь. Но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы почивать на лаврах, она превратилась в вечно недовольную, вечно брюзжащую женщину, которая ненавидит всех вокруг. Особенно тех, кто моложе и успешнее. Откуда это взялось? Возможно, ответ кроется в том самом конфликте с группой «Дюна» из-за песни «Страна Лимония», который стал предвестником всех будущих скандалов. Но это уже совсем другая история.
История о том, как одна украденная песня может превратить коллегу в заклятого врага на долгие годы. И о том, что даже у королевы джаза могут быть свои скелеты в шкафу. Очень долго. Долго. Ты считаешь, так можно петь? Долго. Долго. Долго? Это что за слово? Такого слова в русском языке нет. Представьте, вы готовились неделями, учили сольфеджио, отрабатывали распевки. Выходите на экзамен, а напротив вас суровая женщина с ледяным взглядом. Она слушает вас 5 секунд, морщится и говорит: «Ты, проф, непригоден. Вон отсюда». Никаких объяснений, никаких шансов исправиться. Просто вон. И это не страшный сон. Это реальность для студентов, которым довелось попасть под крыло Ларисы Долиной в ее академии или на кафедре эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры МГИК. В 2016 году Долина возглавила кафедру эстрадно-джазового пения. Позже появилась и ее собственная музыкальная академия Ларисы Долиной «Мускульт», которая щедро финансировалась из Президентского фонда культурных инициатив. За несколько лет семья певицы получила около 200 миллионов рублей на отбор, поддержку и обучение нового поколения исполнителей. 200 миллионов. На бумаге все выглядело красиво. Молодые таланты, профессиональное наставничество, передача опыта. На практике студенты называли это «адом на земле». В 2017 году разразился первый крупный скандал. Студенты МГИКа начали массово жаловаться в СМИ на методы преподавания Долиной. Девушки рассказывали о нервных срывах, о том, как их публично унижали на экзаменах. «Она довела меня до межреберной невралгии», – жаловалась одна из студенток. «Она не дает шанса, выгнала с экзамена без права пересдачи», – вторила другая. Особенно доставалось заочникам. Долина считала, что научиться петь дистанционно невозможно, и просто массово их отчисляла, заявляя прямо в лицо: «Вы бесталанные, уходите». Продюсер Виктор Дробыш, который сам занимается воспитанием молодых исполнителей, открыто раскритиковал методы Долиной. Он заявил, что она использует только кнут, совершенно не умеет поощрять учеников, а это загоняет их в угол и мешает раскрытию таланта. Дробыш указал на главную проблему. У Долиной нет педагогического образования, и ей не помешало бы поучиться техникам взаимодействия с учениками. Нет. Тополиный пух, тополиный. Ударение в этом слове где? В каком слоге здесь ударение в слове тополиный? Микрофон скажи, чтобы тебя все слышали. Тополиный. Та? Ты уверена? Тополиный. В каком здесь слоге в этом? Какой слог ударный в этом слове? Что? Ты русский язык в школе изучаешь? Вы это проходили уже? Музыкальный критик Артемий Троицкий также рекомендовал певице пересмотреть свой подход к преподаванию. Но Долина восприняла критику в штыки. Она заявила, что она требовательная и просто хочет передать максимум знаний. Позже, правда, стала говорить, что открыта к новому. Но видео с унижениями продолжали появляться в интернете. И появляются до сих пор. В интернете полно роликов, где Долина буквально издевается над своими учениками. Она может прервать посреди исполнения и сказать: «Это ужасно, ты поешь как дворник с метлой». Или «Ты не попадаешь ни в одну ноту, зачем ты вообще пришел сюда?» Причем, как отмечали музыкальные обозреватели, она поправляет студентов даже там, где они исполняют песню так же, как и оригинал. То есть проблема не в ошибках учеников, а в том, что Долиной просто нравится демонстрировать свою власть. Она получает удовольствие от того, что может унизить человека публично, и он ничего не сможет ей ответить, ведь она народная артистка, а он никто. И вот теперь, на фоне скандала с квартирой и массовой отмены в соцсетях, государство впервые сказало ей «нет». Проект «Мускульт», косоучредителем которого выступает дочь Долиной, Ангелина, не получил грант на 76 миллионов рублей. Совпадение? Едва ли. Когда вокруг артистки разгорается такой скандал, что даже коммерческие бренды начинают массово отказываться от сотрудничества, государственные структуры тоже делают выводы. 200 миллионов получили. Хватит. Но преподавание – это лишь одна сторона медали.
Потому что Долина не ограничивается тиранией в стенах института. Она несет свою миссию просвещения в массы, на телешоу, в интернет. И там она окончательно закрепила за собой статус самой злой бабки российского шоу-бизнеса. Впереди конфликт, который взорвал интернет и разделил поколения. Конфликт с тиктокершей, у которой миллионы подписчиков, но нет музыкального образования. И это стало последней каплей. Помните тот самый мем про «петь на кухне»? Тот, который разлетелся по всему русскоязычному интернету и превратился в символ снобизма старой гвардии. Это все Лариса Долина. 2021 год, апрель, YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Формат программы простой. Артисты разных поколений встречаются в студии, слушают новые хиты и обмениваются мнениями. Обычно все проходит мирно, даже весело. Молодые получают советы от мастеров, мастера узнают, что сейчас слушает молодежь. Все довольны. Но не в этот раз. Гостями шоу стали 65-летняя джазовая певица Лариса Долина и 19-летняя тиктокерша Валя Карнавал, настоящее имя Валентина Карнаухова. Валя к тому моменту уже была звездой ТикТока с многомиллионной аудиторией. Как и многие тиктокеры, она начинала с липсинков и танцев, а потом решила запеть сама. Ее трек «Психушка» попал в тренды, а новая песня «Не сплю ночами» собирала миллионы прослушиваний. Да, пела она сомнительно, с автотюном и под фонограмму, но публике нравилось, а это в современном шоу-бизнесе главное. Но Долина так не считала. С самого начала программы она была настроена воинственно. Она явилась туда не как гость, а как заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК, которая пришла устроить экзамен. Это 19-летняя звезда ТикТока и заведующая кафедрой эстрадно-джазового вокала. Да, и заведующая кафедрой эстрадно-джазового... Вы только что видели, что действительно заведующая кафедрой. Итак, заведующая кафедрой джазового... Эстрадно-джазового пения. Можно я пересдам? Первой прозвучала песня Вали «Не сплю ночами». Долина поставила 5 из 10 баллов, отметив, что мелодия ничего, но вокальные данные нужно развивать. Пока все было в рамках приличия. А потом Валя призналась, что не горит желанием получать высшее музыкальное образование и просто хочет петь так, как ей нравится. Вот тут-то Долину и понесло. Чтобы разрядить обстановку, Максим Галкин предложил Долине провести короткую вокальную разминку. Лариса Александровна согласилась и дала простую распевку для первого курса. Валя не смогла точно ее повторить. И тут началось. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты сейчас спела эту простую распевку, ты вообще ни в одну ноту не попала. С ледяным презрением произнесла Долина. Валя попыталась защититься. А кто сказал, что я стремлюсь стать профессиональным артистом? Долина парировала. А для чего тогда ты все это делаешь? Просто потому, что мне нравится. Хочешь завоевать какую-то признательность? Любовь? Правильно? Я уже завоевала, спокойно ответила Валя. Это было ошибкой, потому что она не терпит, когда ей возражают. Особенно молодые девчонки без образования. Я не хочу, чтобы ты меня понимала. Я хочу, чтобы ты приняла то, что я говорю. Что образование важно, поверь мне. Здесь одна правда. Либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе, отрезала певица. А потом прозвучала та самая фраза. Человек, который не умеет петь, должен делать это только на кухне, чтобы никто не слышал. Несколько раз за программу Долина порывалась уйти из студии, заявляя, что ей неинтересно и неприятно происходящее, что это паноптикум какой-то. Галкин еле-еле удерживал ее. Валь, сколько у тебя в ТикТоке подписчиков? 14 миллионов. 14 миллионов подписчиков. Это для меня не имеет значения. Валь, ты в курсе, что есть Панайотов? Ты не знаешь, что такое Панайотов? Нет, правда, честно. Извините. Зачем ты меня сюда привел? Нет, есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты сейчас спела вот эту очень простую распевку, ты вообще ни в одну ноту не попала, Валь. Бывает. Макс, можно, правда, я уйду? Ну ладно. Ну, мне не интересно и неприятно. Почему? Ну так ты расскажи, что тебе неприятно в этой музыке. Ну, расскажи. Это для меня просто паноптикум все. Вот.
Но и на этом история не закончилась. Долина решила добить Валю в своем новом треке «Мурашки по коже», где была строчка «Хочу, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». Все поняли, о ком речь. Это был дисс в адрес Карнавал. Прямо как в рэп-баттлах, только в джазовом исполнении. Реакция в интернете была мгновенной и разрушительной для репутации Долиной. Молодое поколение встало за Валю стеной. Под каждым постом Ларисы Александровны в соцсетях появились сотни злых комментариев. «Фу, как можно так мерзко себя вести? Ужасная, невоспитанная невежа, еще и отфотошопилась на 20 лет. Часовышная, завистливая бабка. Уж простите, но поведение ваше просто верх неуважения и нарциссизма». Долину назвали душной, неприятной женщиной, старухой из паспортного стола. Именно после этого конфликта за ней навсегда закрепилось клеймо «злая бабка российского шоу-бизнеса». Старшее же поколение, наоборот, вступилось за Долину. Они возмущались тем, что Валя проявила неуважение к народной артистке, что она должна быть благодарна за советы. Классический конфликт поколений. Бабушки против внуков. И самое интересное, даже коллеги Долиной включились в травлю «Карнавал». Певец Шурай на одном из шоу публично унизил Валю, доведя ее до слез. «Ты что, с ума сходишь? Я тебе говорю». Валя позже призналась, что была очень расстроена, потому что была давней фанаткой Шуры и мечтала с ним познакомиться. Позже, правда, Долина и Карнавал вроде как помирились, Валя пошла на уступки и признала, что в чем-то Лариса Александровна была права. Они даже спели вместе дуэт в шоу «Неформат» в 2023 году, обменявшись любезностями. Многие сочли это грамотным пиар-ходом. Мир, дружба, все дела. Но осадок остался, потому что молодежь запомнила. Долина – это та самая училка, которая не умеет признавать, что времена изменились. Та, которая цепляется за свой пьедестал и не готова делиться им ни с кем. И самое печальное, Долина действительно хорошо хайпанула на этом конфликте. Именно после него она завела аккаунты в соцсетях, куда тут же набежали миллионы подписчиков. Все ждали продолжения. И они его получили. Потому что скандалов в жизни Ларисы Александровны хватает. Впереди конфликты с легендами шоу-бизнеса, и там будет еще интереснее. Если с тиктокерами и студентами она расправляется легко, они слабее, моложе, не могут ответить, то как она ведет себя с равными по статусу? С теми, кто тоже годами строил карьеру, кто тоже имеет звания и награды? Оказывается, ничуть не лучше. Потому что для Ларисы Александровны равных не существует. Есть только она на вершине Олимпа. А все остальные внизу, и даже легенды советской и российской эстрады для нее никто. Начнем с самого долгого конфликта в карьере певицы с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным. История началась еще в конце 80-х. Композитор Сергей Катин, отец Лены Катиной из «Тату», написал песню «Страна лимония» и показал ей. Лариса решила, что это хит, причем хит, написанный специально для нее. Она исполнила песню в популярнейшей программе «Музыкальный ринг», и вся страна услышала ее голос. Успех был колоссальный. Но была одна проблема. Песня уже была у группы «Дюна». Виктор Рыбин случайно увидел ее выступление по телевизору и был в ярости. Он считал «Страну лимонию» визитной карточкой своей группы. Сережа ей просто показала, а она взяла и спела, возмущался Рыбин. Он публично обвинил певицу в воровстве. Но самое интересное – ее реакция. Вместо того, чтобы извиниться или хотя бы объясниться, она обиделась. Долго и серьезно. Годами она не могла простить Рыбину и всей группе «Дюна» то, что они отняли у нее этот хит. В ее картине мира это она жертва, а не они. Песня в итоге стала ассоциироваться именно с «Дюной», и она считала Рыбина своим врагом. Примирение произошло лишь спустя десятилетия, когда обиды немного притупились. Но шрам остался. Идем дальше. 2023 год. Шоу «Три аккорда» на Первом канале. Она исполняет классический блатной хит Розенбаума «Гоп-стоп» в своей фирменной джазовой манере. Публике нравится, аплодисменты, но в жюри сидит шансонье Александр Новиков, и ему не нравится абсолютно ничего. После выступления он буквально разносит ее номер в пух и прах. «Гоп-стоп» — это не джаз, и женское кокетство здесь неуместно, заявляет он. А потом добавляет: больше никогда этого не делайте. То есть Новиков, по сути, запрещает ей петь эту песню. Представляете? Один артист запрещает другому артисту петь.
Она буквально каменеет, ее лицо становится ледяным, и она отвечает с той самой высокомерной интонацией, которую все так ненавидят. «Мне никто не имеет права приказывать, петь мне это или не петь». Напряжение между ними сохранялось весь сезон. Хотя в финале Новиков все же признал ее победу, но без особого энтузиазма. Конфликт показал главное – она не терпит критики. Даже если от равных, даже если эта критика конструктивна. Но если конфликт Новикова можно списать на творческие разногласия, то следующая история – это переход всех границ. 2023 год, октябрь. Концерт памяти Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый май», который трагически умер в 2022 году. Концерт посвящен его 50-летию. Собираются коллеги, друзья, поклонники, атмосфера светлой грусти. И вот на сцену выходит Лариса Ана. Поет. А потом пишет в своем телеграм-канале то, от чего у многих челюсть отвисла. Я долго думала, соглашаться или нет, и все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба, не имеют никакого отношения к нашей профессии. Феномен успеха мне до сих пор непонятен, и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой. Пусть земля ему будет пухом. Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым, но для меня понятие легенды – это нечто большее. Написала она. То есть она согласилась выступить на концерте памяти человека, а потом публично обосрала его творчество, заявив, что он бездарность и никакая не легенда. Можно иметь любое мнение о любом артисте, это нормально. Но соглашаться петь на концерте памяти, а потом в таком контексте обливать грязью покойного – это уже за гранью. Реакция фанатов Шатунова была мгновенной и яростной. Соцсети певицы завалили гневными комментариями. Голос есть, души мало, не может простить народной любви, которой у нее нет. Высокомерная и завистливая женщина – это еще самые мягкие отзывы. Фанаты Шатунова, а их миллионы, запомнили эту историю. И теперь на фоне скандала с квартирой они с особым удовольствием участвуют в ее отмене. Но это еще не все. Когда в конце 2025 года разгорелся скандал с квартирой, коллеги по шоу-бизнесу тоже не остались в стороне. Певица Слава эмоционально высказалась в адрес певицы, обвинив ее в том, что из-за ее истории встал рынок элитной недвижимости. Слава пожаловалась, что сама не может продать квартиру, потому что покупатели теперь боятся мутной схемы, когда продавец через суд возвращает жилье. Она жестко отметила, в глазах народа она виновница. А эпатажный Никита Джигурда пошел еще дальше и назвал ее бесстыжей за то, что она не вернула деньги матери-одиночки, купившей ее квартиру. И вот что интересно, все эти конфликты объединяет одно – она не умеет признавать ошибки. Не умеет извиняться, не умеет идти на компромиссы. Для нее существует только один вариант развития событий. Все должны признать, что она права, а они нет. Это и есть та самая звездная болезнь, о которой так много говорят. Но впереди еще один пласт скандалов. Те, которые касаются ее личной жизни, внешности и общения с прессой. И там будет не менее жарко. Из-за одной моей в кавычках любимой певицы, Ларисы Александровны Долиной, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Я хочу помочь своим детям с домом, и сама хочу давно перестроить дом, и еще делать сестре ремонт. И вот благодаря вот этой певице, которую я терпеть не могу, вы знаете, даже недавно извинился, не знаю даже за что, когда она не взяла цветы у поклонников, потому что у меня аллергия. Но я подумал, что уважаемый человек, вроде такой, певица такая, как бы некрасиво смеяться над этим. А сейчас я честно пожалела. А сейчас просто из-за вот этого, вот из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить хуй знает куда, хуй знает зачем. И вообще непонятно. И то есть, если узнают покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое и пребольшое, блядь. Вы знаете, если честно, меня прям трясет, я прям говорить нормально не могу. Мне звонит мой риэлтор, с которым я работаю 100 тысяч миллионов лет. Я максимальный человек закона, вот максимально работаю всегда по ноте закона. Все налоги, все. Я не обращаюсь к каким-то сраным риэлторам, которые потом наебывают людей, и потом эти же бедные люди отдают деньги, и оказывается, остается без денег. Ну, Ларисе, блядь, вернули квартиру. Вообще заебись ситуация, я не хочу в нее влезать, но я хочу вам сказать, что просто мне говорят, так, еще мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, надо еще записать сделку на видео, и тебя будет допрос, блядь, нормальный ты или нет. Просто я в полном ахуе. Чтобы, наверное, теперь оплатить ремонт своей сестре, мне надо будет одеться в костюм лося и посмешить всю страну. Чтобы я стала популярной. Слава богу, я и так популярная, блядь. Она фактически
украла у честных людей 112 миллионов рублей. Уже более 100 дел по России, где бабушки, беря пример с Ларисой Долиной, народной артистки, продают квартиры, а потом объявляют, что они были под влиянием мошенников. Вернуть деньги, покаявшись, иначе ей приговор до конца жизни и в историю России. Лариса Долина Кутельман войдет как отрицательный сказочный персонаж. А теперь давайте о том, что происходит в перерывах между войнами с коллегами и молодежью. Ведь Лариса Александровна женщина активная. Ей нужно воевать на всех фронтах. И один из самых забавных, если можно так выразиться, фронтов – это ее борьба за вечную молодость в соцсетях. Помните, как в 2021 году она завела Инстаграм? Казалось бы, зачем народной артистке эти игры в лайки и фильтры? Но Долина решила, что она должна быть богиней и здесь. И начала постить фото. Только вот на этих фото ей не 70 лет и даже не 50. На них ей от силы 30. Кожа гладкая, как у младенца, овал лица идеальный, морщин нет даже под микроскопом. Подписчики, естественно, начали задавать вопросы. «Лариса Александровна, зачем столько фотошопа? Мы же знаем, как вы выглядите в жизни». И тут Долина взрывается. «Ни грамма фотошопа нет, это просто хороший свет и минус 21 килограмм», кричит она в ответ на каждый комментарий. Она записывает видео опровержения, где ее продюсер, стоя рядом, клянется, что она живьем такая же бомбическая. Только вот на видео тоже фильтры. И они то и дело слетают, обнажая реальность. Но Долина стоит на своем. Она искренне верит, что если сказать «нет фотошопа 100 раз», то морщины исчезнут. Это выглядит комично и жалко одновременно. Великая певица, которая боится принять свой возраст и воюет с подписчиками из-за фильтров в телефоне. Еще одна больная тема – внучка Саша. Долина души в ней не чает и активно тащит на сцену, мечтая сделать из нее звезду. В 2023 году они вместе участвовали в шоу «Две звезды. Отцы и дети». В одном из выпусков Саша пела одна, пока бабушка была на гастролях. В жюри сидел актер Сергей Шакуров. Он поставил высокую оценку, но честно сказал: «Заслуги родителей на детей не распространяются. Тебе, Саша, нужно самой ползти и карабкаться на Олимп». Мудрые слова, правда? Но не для Долиной. Вернувшись, она разразилась гневной тирадой в своем телеграм-канале. Она назвала комментарий Шакурова странным и резким для 11-летнего ребенка, заявив, что пересмотрела номер 6 раз и считает его безупречным. Публика была в шоке. Вместо того, чтобы прислушаться к совету мэтра, она снова включила режим «Я ж мать», в данном случае «Я ж бабушка», и начала защищать внучку от злых критиков. Люди писали: «Лариса Александровна, вы оказываете внучке медвежью услугу. Без таланта на одном вашем имени она далеко не уедет». Но Долина никого не слышит. Ну и, конечно, журналисты. Эти непрофессионалы, которые смеют задавать ей вопросы. Долина ненавидит прессу. Она может прервать интервью, если ей не понравится тон. Может отправить журналиста учить русский язык, если тот оговорится. В 2024 году она грубо оборвала девушку, которая спросила ее о содержимом сумочки. «Мне некогда отвечать на глупые вопросы», – бросила она и ушла. А недавно завирусилось видео, где ей дарят букет из орехов, а она с брезгливым лицом спрашивает: «А вы состав читали? Там же одни углеводы». Человек пришел с подарком, хотел сделать приятное, а получил ушат помоев. «Лариса Александровна, почему вы редко улыбаетесь?» – спрашивают ее. «Потому что мне неинтересно с вами», – читается в ее глазах. Все эти истории складываются в один пазл. Перед нами глубоко закомплексованная женщина, которая прячется за маской высокомерия. Она боится старости, боится критики, боится быть неидеальной, и поэтому нападает первой. Но самая большая битва была еще впереди. Битва, в которой она проиграла репутацию окончательно. Мы подошли к главной точке кипения, к тому самому скандалу, который превратил народную артистку в народную мошенницу и заставил всю страну говорить об эффекте Долиной. Итак, лето 2024 года.
Ларисе Долиной звонят сотрудники спецслужб. Старая схема. Ваши счета в опасности, квартиру хотят отобрать мошенники, нужно срочно продать и перевести деньги на безопасный счет. Казалось бы, но сколько можно об этом говорить? Из каждого утюга предупреждают. Но Долина верит. Она продает свою элитную пятикомнатную квартиру в Ксенинском переулке в Хамовниках. Рыночная цена под 150 миллионов, но она отдает за 112, чтобы быстрее. Покупатель – 34-летняя Полина Люрей, мать-одиночка. Она берет ипотеку, занимает деньги, отдает все свои сбережения. Сделка проходит официально, через нотариуса. Долина получает 112 миллионов рублей. И тут же, по указке аферистов, переводит их вместе с личными накоплениями, еще около 70 миллионов, на счета мошенников. Когда морок спадает, Долина понимает, ее кинули. Она бежит в полицию, а потом в суд и требует признать сделку недействительной, потому что она действовала под влиянием заблуждения. И суд встает на ее сторону. В 2025 году сделку аннулируют, квартиру возвращают Долиной. А что с Полиной Люрей? А ничего. Суд отказывает ей в возврате денег, ведь у Долиной их нет, она их отдала мошенникам, а мошенники где-то далеко. В итоге Долина при квартире, мошенники при деньгах, а мать-одиночка Полина Люрей на улице и с долгами на 112 миллионов. Вот это и назвали эффектом Долиной. Ситуация, когда закон защищает того, кто сам отдал деньги аферистам, а наказывает того, кто честно купил. Интернет взорвался. Это до какой степени обнаглеть надо, писали люди. Какое откровенное, хамское и наглое отношение у Долиной к людям и законам. Пользователи начали бойкот. Они писали брендам, которые сотрудничали с певицей, требуя разорвать контракты, и это сработало. Многие компании тихо убрали ее из рекламы. Концерты начали отменяться. Даже Госдума отреагировала. Депутаты заявили, что средства должны быть возвращены Полине Люрей, но как это сделать юридически – вопрос. А что Долина? А она закрыла комментарии в Инстаграм и заявила, что стала жертвой спланированной атаки. Ни слова сочувствия к женщине, которую она, по сути, пустила по миру, только жалость к себе любимой. «Я жертва, меня обманули». Да, вас обманули, но почему за вашу глупость должен расплачиваться другой человек? Этот вопрос повис в воздухе, и ответа на него нет. Есть только тишина и закрытые комментарии. И вот мы подходим к финалу. Чтобы понять, как Лариса Александровна дошла до жизни такой, нужно вспомнить, с чего она начинала. Помните джаз, который был под запретом? В начале карьеры она была бунтаркой. Она пела то, что не одобряла партия. Она пробивалась сквозь цензуру. Ее вырезали из эфиров, ей не давали выступать. Она ненавидела тех старых и зашоренных людей в кабинетах, которые решали судьбы артистов. Ирония судьбы в том, что теперь она сама стала тем самым человеком в кабинете. Теперь она член партии «Единая Россия» с 2003 года. Теперь она говорит в интервью о необходимости государственной цензуры. «Нужно, чтобы был порядок, чтобы всякие бездарности не вылезали», заявляет она. Она требует регулировать интернет, запрещать тиктокеров, контролировать репертуар. Она превратилась в того самого дракона, с которым когда-то сражалась. Деньги, связи, влияние, титулы – все это затуманило ей глаза. Она искренне поверила, что она элита, которой позволено все. Унижать студентов? Пожалуйста. Оскорблять коллег? Легко. Кинуть мать-одиночку на 112 миллионов? Да запросто, ведь я же жертва. Звездная болезнь, которой, по ее словам, у нее никогда не было и не будет, на самом деле сожрала ее изнутри. Она вцепилась в свой пьедестал мертвой хваткой. И она действительно его никому не отдаст. Но нужен ли кому-то такой пьедестал? Пьедестал, построенный на скандалах, ненависти и слезах других людей. Она останется в истории не только как голос поколения, спевший погоду в доме. Она останется как символ высокомерия и безнаказанности. Самая злая бабка российского шоу-бизнеса, которая так и не поняла. Народную любовь нельзя купить грантами и отсудить в суде. Ее можно только заслужить. А она свою любовь, похоже, окончательно растеряла. А что думаете вы? Кто прав в истории с квартирой? И есть ли шанс, что Лариса Александровна когда-нибудь спустится с небес на землю? Пишите в комментариях, нам очень интересно ваше мнение.